Всем рыбакам, которые любят, чтобы в их снастях был идеальный порядок и все лежало на своих местах, хочу порекомендовать замечательные сумки и чехлы от украинской фирмы Leroy. В ассортименте всегда найдется подходящая сумка или чехол под нужды каждого рыбака. Тем более, что совсем недавно Leroy запустили в производство новую серию бюджетных сумок Tackleback, цена которых стартует всего от 327 гривен. Это универсальные сумки для снастей, таких как груза, крючки, инструменты, кормушки, лески, небольшие катушки и другое. Также представлена топовая серия сумок. Эта серия обозначается буквой D. Особенность данных сумок – это два отдела один над другим. Нижний отдел специально выполнен с оранжевым дном, чтобы легче находить нужную кормушку или груз даже в ночное время. Также на сайте есть надежные сумки для любых катушек от 1 и до 10. А еще появилась новинка – флисовые мешочки. Конечно же, нельзя обойти стороной собственную разработку Leroy. Это тубус для вершинок, который одевается на удилище. Это реально экономит время на каждой рыбалке. Не нужно каждый раз собирать и разбирать удилище, фивертип или вершинка спиннинга всегда в безопасности. Еще ребята занимаются интересными сумками от Trapper, на которые действует скидка 20% по предзаказу. На свои товары Leroy дает гарантию 1 год. Надежность подтверждается роликом на их канале. Обязательно посмотрите краш-тест, в котором они топили, били и взрывали свою сумку. Ссылка в описании. Я сам уже 2 года пользуюсь некоторыми их товарами и с уверенностью могу сказать, что Leroy это великолепное качество по доступной цене. Приветствую всех на нашем канале. Видео, которое вы сейчас смотрите, получилось довольно-таки спонтанным, потому что снимать я его совсем не планировал. Сейчас мы с вами проведем эксперимент, который тоже получился сам по себе, и его я тоже не планировал. Значит, дело было так. Полгода назад, там плюс-минус 3 дня, я просто четко помню месяц и примерные числа. Но в любом случае полгода уже прошло. Значит, 6 месяцев назад я в холодильник поставил вот такую вот баночку. В этой баночке находилось на тот момент 2 больших порции отборного красного червя. Я тогда еще удивился, что в магазине нормально так добротно насыпали. Я сказал 2 порции, а навалили как будто бы здесь 4 порции. То есть действительно червя было достаточно много. Но так получилось, что по сегодняшний день я его не использовал. И потом про него забыл. И вот на днях уже начинаем же потихонечку думать, собирать снасти, там всякие искать, где какие коробочки, где что у нас есть. Начал там перебирать в холодильнике свои ликвиды. И наткнулся на вот этот вот запас полугодовой. Честно, я его еще до сих пор не открывал. Поначалу было достаточно страшно, а потом думаю, сниму-ка я видео, посмотрим вместе с подписчиками, что же произойдет с червями, которые стояли в холодильнике полгода. И до этого момента, вот честное слово, я эту баночку еще не открывал. Поэтому давайте сейчас вместе с вами откроем эту баночку и посмотрим, что же случилось с 2 порциями червя, который простоял в холодильнике полгода. Возьмем сейчас листочек бумаги, чтобы не запачкать стол. Так, набираемся смелости и открываем. Если кто-то сейчас кушает или пьет чаек, отложите все продукты питания в сторону. Так. Первое, что мы видим, это плесень. Вот такая вот белая цвиль получилась. Так, а земля тут достаточно такая вот твердая. Так, ладно, давайте. Сейчас, кстати, понюхаю. Так, на удивление, какого-то противного запаха нет. Есть такой запах необычный, я не знаю, как его описать, но он такой, нет запаха дохлятины. Так, переворачиваем. Там все прилипло. Там все прилипло. И само не вытрушивается. Да, запах, конечно, хоть и не дохлятины, но такой себе, не очень.
Так, смотрим. Ну, ребята, я, конечно, не биолог и в этом абсолютно ничего не шарю. Кто в этом что-то понимает, напишите в комментарии. Я думаю, будет интересно не только мне, но и всем остальным. Значит, как вы видите, здесь просто осталась земля и солома, которая была в этой порции. Все. Больше ничего нет. Единственное, что есть вот какие-то вот такие вот белые шарики. Причем их достаточно много. Они тут встречаются часто. Вот такие вот белые шарики. Сейчас попробую еще приблизить. Вот. Кто понимает, что это такое, чтобы мы все на будущее знали, пишите в комментариях. Потому что я, еще раз повторюсь, я не биолог, в этом ничего не понимаю. Но червей здесь совсем нет. Абсолютно ни одного. Точно скажу, что они никуда не уползли, потому что здесь дырочки просто микроскопические. Через эти дырочки даже мотыль не пройдет. Черви так точно. Тем более в холодильнике никаких червей я не наблюдал. Вот, они просто исчезли. То есть за полгода в холодильнике черви исчезают. 2 порции. Здесь, их настолько было много, вы даже не можете себе представить. В принципе, особо ничего интересного как бы тут нет. Я ожидал, что здесь хоть какие-то, не знаю, там, засушенные черви будут. Но вот просто земля, ничего как бы интересного нет. Но тем не менее, мы теперь знаем, что черви, если стоят долго в холодильнике, с ним происходит вот такое вот. Они просто куда-то испаряются. И все. Спасибо за внимание. Жду от вас комментарий, кто в этом деле разбирается. Всем пока, до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите другие интересные видео. Всем пока.